Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 6 марта. Будем черенковать хвойники наши. Для этого нам понадобится торфяной субстрат, агроперлит, смешиваем в пропорциях 3-4 части торфа и агроперлит. Получается вот такая у нас смесь. То есть подготовленный ящик с субстратом. Дальнейшее наше действие будет заключаться в чем? Сейчас мы секатором нарежем вот эти зеленые части. И в дальнейшем процесс покажем, что мы будем делать. Пролили водичкой. Теперь ждем, пока вода начнет протекать. Вот видите. Вот. Грунт должен хорошо пролиться. Вот на дно у нас положен, ну, такая типа геотекстиля, такой штуки. Стеклосодержащая какая-то штука. Она протекает, но грунт не высыпается. Вот, пролили до полного пролития. Да? Красавчик. Вот у нас помощник опять пришел. Проливаете грунт. После этого заносим в помещение, начинаем садить елочки. Вот так выглядят подготовленные саженцы. Можжевельник китайский, стрикс называется. Вот сейчас будем окунать в порошок гетероауксина. Вот таким образом происходит у нас обмакивание. И садим на постоянное место. То есть вот так вот. Раз. И воткнули. Ну и таким же образом берем другой саженец. Вот. Гетероауксинчика чуть-чуть. И вот так вот. Вот. Ну и таким образом можно многократно. Чуть-чуть препарата этого. Примерно с одним расстоянием втыкаем в землю. Вот. Таким образом мы должны посадить примерно через такое расстояние грядками тут этот ящик заполнить. После того, как я посажу, я покажу готовый результат. Вот такой вот чудесный результат у нас получился. Посадили можжевельник в грунт. Вот, видите. Грядочками повтыкали. Вот порошок гетероауксина. Вот такой вот. Так, сейчас будет опрыскателем водичкой
обрабатываться сверху, чтобы была роса небольшая. И устанавливаться будет парничок. И ставится в теплое место. То есть в дом заноситься. И будем в дальнейшем наблюдать, как оно будет развиваться. Помимо этого мы еще сегодня посадим тую. Потом покажу еще тую, как посадили. Это заготовленные черенки туи. Сейчас будем проделывать ту же манипуляцию, что и с можжевельником. То есть берем веточку. Вот она у нас, да? И также гетерооксин. И на постоянное место. Раз. Готово. Следующую веточку. Так. И тоже на постоянное место. Готово. Итак, проделываем эту манипуляцию до конца грядки, так сказать. Вот, втыкаем их. Эти можно, так как они менее, так сказать, развитая крона у них, они более лысые, так сказать. Их можно, конечно, почаще будет посадить. Вот. Вот так. Через 4 сантиметра, я думаю, достаточно будет. Вот. Ну, сейчас я потыкаю все эти саженцы и покажу вам готовый результат. Вот такой результат у нас получился на туе. Потыкали мы их рядочками. Сейчас также будет заноситься в дом, опрыскаться с пульверизатора водичкой и накрываться, делаться мини-парник над кроной, чтобы крона не пересыхала. И будем ждать приживления. Друзья, вот что по итогу у нас получилось. Такая мини-тепличка. Вот такой стеллаж. Вспомогательное помещение у нас есть такое. Сделали освещение, как вы видите, да? Можжевельник. Видите, водой. Распылителем. Ну, туи. Это туя Blue Arrow называется. То есть можжевельник, извиняюсь. Blue Arrow. Такой вот он интересный. А это туя такая голубая. Вот. Вот такая разновидность туи. 4 LED лампы. Два спектра освещения. Дневной белый свет, чтобы выравнивался спектр. Вот такие пластиковые шланги, если вы видите. Вот. Втыкаются, смотрите, они четко подходят по диаметру ящик. Смотрите, какая конструкция получается оригинальная. Верстачок такой сварили с полочками. Ну, вот, закрепили сюда брусок. Сейчас накроем фольгированный, у нас такой есть, спененный полиэтилен.
освещенность в 2 раза увеличивается. Вот такой материал. Сейчас будет накрываться. Когда вот этим материалом, видите, освещенность меняется. И такой применяем материал. Спененный полиэтилен. Будет как экран. То есть будет и теплиться, и сохранять освещенность на рабочем месте, так сказать. Примерно 2 раза освещенность увеличивается, если накрывать вот этим материалом. Вот, накроем и будем наблюдать, как наши туйки растут. В принципе, по обзору у меня все. Такая получилась чудо-конструкция. Всем пока, увидимся в следующих видео.